Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! А кто сегодня с нами впервые, присоединяйтесь, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Квадратненькие будем делать. А может закругленные? Да. Сегодня у меня ручки 13-летней девочки. Мою юную модель зовут Диана, и она сама пожелала овальную форму. Вот такие вот красивые ноготочки. Давненько не было маникюра. Кутикула рваная, кое-где прилипшая. Ну что ж, приступаем к работе, будет интересно. Поехали. Опиливаю овальную форму. Работаю, как обычно, пилочкой для натуральных ногтей на 180 грит. Опиливая ноготочки, сравниваю их между собой. Сравниваю от кутикулы до краешка свободного края. Дело в том, что на длину свободного края ориентироваться не стоит, ведь длина ногтевой пластины на каждом пальчике может быть разной. Поэтому ориентируемся от кутикулы до торца. И тогда, когда мы покроем ногти гель-лаком, они будут выглядеть одинаково. Следующим этапом отодвигаю кутикулу пушером. Делаю это аккуратно, не надавливая на ноготок, двигаясь параллельно ногтевой пластине. Далее пламенем с красной насечкой вычищаю птеригий. Работаю на сниженных оборотах, а именно на 15 тысячах. Сначала на форварде обрабатываю левую сторону, потом переключаю и обрабатываю правую сторону. Перед тем, как опустить ручки в воду, шлифую ногтевую пластину. Я уже давно заметила, что такие ручки лучше обрабатывать с мацерацией. Кутикула размягчается и ее удобнее срезать. А если я обрезаю кутикулу на сухую ножничками, то ее очень легко порезать, как раз в тех участках, где она рвется. Срезаю ножницами заусенцы, которые девочка сама себе наковыряла. Таким ручкам нужно почаще делать маникюр, примерно раз в 2 недели хотя бы. И если есть какой-то заусенец где-то задирается, аккуратно срезать его ножничками или ножницами, то, что есть в домашнем обиходе.
Далее вытираю ногти Nail Prep'ом. Указательный пальчик на левой ручке мы решили нарастить. Он короче всех, но Диана не захотела убирать длину, и поэтому я предложила дорастить свободный край. Протираю дегидратором и праймером бескислотным. Далее в качестве подложки наношу тонкий слой жидкой базы. У меня Атика. Пока левая ручка в лампе, правую подготавливаю к покрытию. Теперь делаю акрилатиком подложку. Беру небольшую капельку, захожу на пару миллиметров на ноготь и выкладываю свободный край. Стараюсь максимально точно повторить форму и длину, как на других ноготочках. С левой стороны у меня немножко не хватило материала, поэтому я тут же, не просушивая, доложила маленькую капельку и доработала. Просушила полигель 1 минуту в лампе, снимаю форму, и теперь нужно опилить этот ноготь, чтобы он максимально был похож на своих соседей. Опиливаю форму, шлифую поверхность, слегка, только там, где материал. После опила подложки покрываю еще раз этот ноготь базой, выравнивающим слоем. Ноготочки у нас сегодня плоские, поэтому без выравнивания не обойтись. Дорабатывая боковые стороны тонкой кистью. Еще раз переворачиваю ручку. Проверяю блики и отправляю ручку в лампу. На правой же ручке базой АНС средней густоты делаю выравнивание. На безымянный в качестве подложки нанесла тонкий слой прозрачной базы, просушила его в лампе и теперь камуфлирующей базой покрываю в 2 слоя. У меня розовая база от торговой марки Голливуд 005. Камуфлирующей базой тоже делаю выравнивание, убираю лишний материал с торца, подтягиваю его к середине ноготочка, чтобы сделать правильную архитектуру. Переворачиваю ручку, дорабатываю тонкой кистью и отправляю в лампу. Основной цвет у нас сегодня 0,58 от торговой марки Lovely. Покрываю все ноготочки в 2 слоя, кроме безымянных. Работаю им в 2 тонких слоя, потому что лак очень пигментированный и может не просохнуть в лампе.
change, and one thing you said was listen. I will have your back always. And now we're grown up. I don't really see you enough. There's too much to be done. Yeah, it's not Безымянные же ноготки тонко покрываю топом и выкладываю блестяшки. I know where we belong. Haven't changed a bit in my heart. Your words have never been wrong. You are my own safety zone. You're solid like a granite. Всю эту красоту просушиваю в лампе и перекрываю все ногти матовым топом. Матовый топ у меня от торговой марки Атика. Все плюшки имеют густую консистенцию, поэтому легко выравниваются и никуда не убегают. So scared that I would lose you. But you call me up right after I touch the ground. You wanted to hear that I Окончательно просушиваю 60 секунд в лампе и вытираю липкий слой. Остается лишь посмотреть на работу до и после. Надеюсь, это видео было вам полезно. Если есть вопросы, пишите в комментариях, мне будет приятно. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте про колокольчик. А я, в свою очередь, всем желаю хорошего вечера и до новых встреч. Пока-пока! I know where we belong. Haven't changed a bit in my heart. Your